Поржать и испугаться, испуги посмотреть других, особенно как другие боятся. Все Да, то верно, есть я не согласен. буду бояться, я смотрю вместе с стримером, Да, стримерам придется веселее намного, чем одному проходить. проект "Взгляд разработчика". Так, всем привет, ребятки! Сегодня у нас в гостях разработчик игры Dark Node Андрей Землянский. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сразу бы хотел, наверное, задать вопрос, а почему выбрали хоррор? Ну, вообще, изначальная идея про хоррор, она весьма интересна в плане, что таких игр не так часто выходит, во-первых. Во-вторых, игры это является особым жанром того, что представляет собой вообще игра в плане именно геймплея. То есть это не просто создать игру, которая будет Мгм, экшовая, да? Это игру, которую нужно наполнить определенной атмосферой, мгм. довести игрока до определенной точки, психологической точки, для того, чтобы потом принести ему, как говорится, удовольствие. Вот. Многие люди любят испытывать страх, да, любят и пугаться чего-то, потом облегченно вздыхать, что, слава богу, это всего лишь Да, просто, да, да, кто-то меня напугал. у на Да, и плюс к тому, что ведущий разработчик, который работает на нашем проекте, он, естественно, сам продумал эту вселенную, Мгм, продумал сюжет, да, и применил, скажем так, вселенную именно в сеттинге хоррор. мгм. То есть хоррор довольно-таки любит эту игру, она имеет очень свою хорошую аудиторию. То есть игроки именно они ищут такие игры, они смотрят, они отслеживают, когда они что-то видят, такое они с удовольствием и добавляют это в свои активности, то есть добавляют, например, виш-листы на Steam, да, и продолжают за этим следить, потому что это очень классно. И плюс это в хоррор-игры еще также очень любят всякие стримеры. Ну Они да. любят они любят вместе со своими подписчиками проходить этот жанр, вместе с ними пугаться, вместе решать эти головоломки, задачи, выходить, находить выход из ситуаций безвыходных, казалось бы, да, Мгм. вот, и делиться впечатлением от игры. А подписчики любят смотреть, как реагирует их любимый стример на определенные, скажем так, ситуации в игре, на те ситуации, в которых поставил их разработчик, и поэтому это приносит им удовольствие. Да, Вот поэтому хоррор. тут согласен, тут согласен. У нас, как правило, любят что? Поржать и испугаться, испуги посмотреть других, особенно как другие боятся. Все Да, то верно, есть я не согласен. буду бояться, я смотрю вместе с стримером, Да, стримерам придется веселее намного, чем одному проходить. да, Точно, все верно. согласен. Так, Андрей, расскажи, пожалуйста, ну, вот когда вы поняли, что создание игр, ну, это ваше? О, это было, наверное, после института уже, когда уже служил в армии. Институт у меня так-то высшее юридическое образование. Да, я уже Вот. промониторил, да. У него, правда, юридическое образование. Да, вот. И на самом деле это было так. Мне было 26 лет уже тогда, я работал помощником юристов, Мгм. вот, и я как-то начал интересоваться геймдевом, уже не просто играть в игры, а начал интересоваться. До этого мне как-то не приходило это в голову. То есть, а вот потом начало как-то это пошло, начал я читать геймдизайн, начал смотреть разработку, и постепенно я понял, что эта сфера, она как кино, только как круче, чем кино. Мгм. В кино тоже масштабная сфера, да, снимать фильмы. Это нужно собрать актеров, да, инвестиции и все прочее. Но Ну в да. геймдеве, в чем фишка этого геймдева является? В том, что даже если ты создал какую-то историю, то ты можешь позволить игроку проходить эту историю так, как ему хочется. Ну да. Да, это в ограниченных рамках, ну, это нельзя, пока невозможно создать очень, так скажем, игру, которая полностью удовлетворила миллионами случайных событий, да, скажем. Есть у нас песочницы разные, вот, есть у нас разного рода симуляции, Мгм. но все равно ты, получается, если в фильме ты придерживаешься одной линии, то в игре это тебе позволяет, вот, дает возможность тебе проявить самому то, как ты хочешь проходить эту игру. И это мне очень понравилось, заинтересовалось, и так постепенно а, возможность играть и разрабатывать, это мне затянуло настолько, что я начал стремиться в эту сферу. Я, Мгм. получается, работал на основной работе, а в свободное время я, получается, сидел и работал бесплатно, не получая ни копейки, но в свое удовольствие. Это круто, это круто. То есть вот как раз, в принципе, следующий вопрос, это вот разработка игр для тебя это как работа или как хобби? Это хобби и совмещено с профессиональной деятельностью сейчас. Все, круто. То Краткий, есть это хороший, очень, четкий это, вопрос. да, важно найти как раз такое свое дело, которое именно сочетало бы оба фактора. Круто, круто, круто. Так, поправил. Так, хорошо. А как вот возникла идея игры?
То есть, Вообще... прошу прощения, перебью. Мгм. Я, просто играл такого формата, то есть я, поправляй меня, если что, по названиям, это The Evil Within, что ли, что-то есть такое тоже Да, подобное. правильно. Правильно, да? То есть я проходил полностью, что первую, что вторую. И она как бы немного похожа. Так, со стороны посмотрел я, то есть я полистал все равно фото. Графика восхитительна. Тут вообще прям, спору нет, она прям шикарно выглядит, прям до такой степени проработанная, конечно, персонажи. Это я про твою игру. И, я имею в виду вот такого, Спасибо. да, вот такого вот формата, как вот это пришла идея? То есть воплотить. Она же в любом случае, они же не одинаковые, у вас все равно есть какая-то своя фишка. Да, конечно. А вообще, как вот геймдев развивался в свое время, были игры, которые создавали целый жанр. Мгм. То есть сначала, начиная от Diablo, заканчивая StarCraft, да, если брать Blizzard там, или других. Я Мгм. просто на скидку, что пришло в голову. То есть, это Мгм. игры в начале, которые создавали жанры целый. А сейчас игры имеют уже как бы устаканившиеся, скажем так, правила, которые имеются, и поделили уже всех аудиторию, скажем так, на тех жанры, которые они представляют, аудитория, которая в этих жанрах, в которых она нуждается. И наша была задумка, как бы, да, самой игры, вот всего мира, который мы создавали, вот, я попозже расскажу, вот, была задумка о том, чтобы совместить лучшее из тех того, что есть, да, то есть из таких игр, как The Evil Within, как вы сказали, да, Мгм. вот, Dead by Daylight, к примеру, да, Да-да-да. либо Last of Us, Silent Hills. Вот, эти игры, они имеют свои плюсы, да, и Мгм. мы стараемся брать из этих игр лучшее, то есть, и совместить именно, подать под своей историей. Потому что все-таки менталитет западного разработчика, сценариста, он сильно отличается от российского сценариста. И Мгм. бывают проекты такие же, как Black Book, к примеру, которая недавно вышла, эта игра. Да-да. Да, знаете, про девушку, которая хочет спасти своего возлюбленного, да, вот Мгм. используя книгу, она вот проходит свою историю. Вот, и зачастую бывает, что отечественные разработчики СНГшные, они бывают подают очень хороший качественный сюжет и нарративный дизайн. То есть, примеры такие. Еще могу хорошую игру привести, как наподобие Bioshock, Atomic Heart. Мгм. Все, вот, Тоже если слышал, все да. вот видели трейлер, особенно последний трейлер, который они просто взяли игру Мираж, музыку Мираж, взяли, совместили с трейлером, и все просто удивились, что разве так можно было взять популярную Да-да-да. музыку в свое время, да, 90-х, 2000-х годах, вернее, и взять и трейлер. То есть еще раз, берем геймплей из своих наших рифов, которые я говорил, да, и берем нашу историю, составляющую, тем самым миксуем и делаем хороший продукт, который должен понравиться игроку, той аудитории, на которую мы нацелены. Ага. То есть вот таким образом пошла игра. А вот сам хоррор, он, конечно, вышел еще с того, что сама история такая определенная. То есть накладывает именно отпечаток хоррора. Мгм. Всё, понял. Спасибо. Круто. Так, вот, конечно, и сразу, в принципе, к этому и подходим. Немножко про сюжет хотелось бы знать, хотя бы. Я понимаю, это такая вот штука для вас тоже, чтобы где-то не сгладить, ну, так вкратце хотя бы нам понять. Ну, вкратце, я, конечно, хочу рассказать даже не то, что сгладить, просто есть игра построена на сюжете очень довольно-таки сильно. Ага. И не хочется для того, чтобы портить просто впечатление и спойлерить какие-то вещи для игроков, то есть, которые может посмотреть это интервью, да, а потом пойдут играть. Мгм. Поэтому расскажу общими словами. То есть наш главный герой человек, который пытается найти выход из определенного кошмара. То Мгм. есть он жил в городе, да, Мгм. вот, просыпается в этом городе, и в этом городе начинается проходить определенные события, и город доводит до такого состояния, что часть населения стала какими-то неопределенными человекоподобными существами, да, перемешанные с мистикой, а другая Коронавирус. часть, может быть, да, ну, надеюсь, что такого никогда в жизни не будет. Вот. Чем хорошие игры, чтобы этого никогда в жизни не было, чтобы просто, знаете, окунулись один раз и никогда больше этого не испытывали, попробовали и хватит нам. Да. Вот. И другая часть — это те, кто удалось кому спасти, скажем так. И вот наш герой в итоге оказывается в этом мире, и игрок помогает нашему герою пройти все испытания, найти все ответы для того, чтобы, скажем так, получить хорошую концовку для нашего персонажа.
Мгм. Вот. То есть это общими чертами, вдаваться в подробности я не хочу, потому что игра, она действительно увлекает. У нас есть люди, которые играли наш, тестировали нашу игру. И многие говорят, то, что именно атмосфера очень сильно нравится. Да, это я согласен. Это супер. Да, кстати, ссылочку я оставлю в описании, где можно будет, кстати, билд скачать, посмотреть. Да, в данный момент вы можете сейчас скачать его на Real Contest. Да. Мы его туда залили. Но там билд, который мы отполировали, в принципе, до играбельного состояния, то есть, действительно хорошего, то есть практически никто из наших тестеров не ловил там краш и все прочее, да? Да, то есть Вот, уже и- смогут посмотреть всю атмосферу, движение, Да, механику. То есть, завязку. да, Да, но там просто будет демо-атака, да, мы, естественно, будем развивать дальше игру и заливать на Steam для того, чтобы потом но я во время релиза думаю, могли скачать. вы не только в Steam, наверное, мне кажется, во все стороны пойдете, наверное. В принципе, проект Да, хороший. пока со Steam начнем, потому что с Steam проще работать по поводу аудитории, Мгм. сейчас продвижение. И для того, чтобы продать хорошо игру, хотя бы, по крайней мере, должны о ней знать. Потому что Конечно. многие игры бывают так, что игры хорошие, но мало кто из них знает. Вот. Согласен. Одна из моих задач как раз-таки сделать так, чтобы они ее знали. А моя задача, чтобы помочь в этом вам. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А как долго вообще игра разрабатывается? Вообще она разрабатывается интенсивно, вот скажем так, интенсивно она разрабатывается с января месяца этого Ого, года. это неплохо. То есть вот, да, до этого это была небольшая группа людей, которая делала продукт, делала прототип, скажем так, да, вот, но потом мы уже нашли большее количество народу уже, вот, и после этого мы начали уже интенсивно делать игру. То есть, по сути, билд, который вы, например, скачаете на Real Contest и поиграете, то он уже разрабатывается где-то, да, с января месяца будет, правильно? Мгм. Демо-версия вот эта. Но, конечно, это не все то, что мы сделали. Это сейчас мы, конечно, делаем дополнительный больше контент, который мы скоро обновим его. Не на Real контесте, но он в Steam уже будет доступен, и мы будем участвовать в Steam Fest. Мгм. И вы можете скачать будет спокойно демо, как раз и поиграть. Да. Вот. В любом случае поддержим также, конечно. Так, хорошо. С озвучкой, я так понимаю, полностью русская будет локализация. Да, будет русская, будет английская озвучка. Сейчас мы думаем о других языках, да, добавить такие, как китайский, к примеру, язык. Вот. Будет ли это, к примеру, полностью вместе с голосом, да, скажем так, озвучено на китайский, это не знаем точно. Я Вот, знаю, может, я знаю тюркский, один тувинский, я могу там подэтовать. Да, но вот по поводу того, чтобы субтитры, это точно будут. То есть мы как бы не, скажем так, не относимся к этому как-то ограниченно. Мы хотим то, чтобы большая часть игроков в мире играла на комфортном языке. Или хотя бы, по крайней мере, с субтитрами, для того, чтобы было комфортно играть. Хорошо. Это отлично, прям. Главное, чтобы была русская озвучка полностью. Это все, это. Да, Нет. русский язык у нас это наш отечественный, СНГшный. Он заявлен как Так, один из основных языков. хотел бы узнать еще по возможностям игры. То есть, допустим, прокачка там может быть какая-то, все равно оружие. Но вот оно в плане взято получается, если те же игры, которые мы упомянули. То есть есть какой-то крафт, определенные места сохранения. Вот хотелось бы узнать в плане этого. Да, концепция, все верно, концепция крафта, она действительно и существует, концепция сохранения точек, да, вот этих вот, она тоже существует, и причем они вплетены не просто сохранение, это вплетены в сюжет, Мгм. то есть игрок потом поймет, почему эти сохранения происходят и что вообще происходит вокруг, Даже скажем так, так, да. даже так. Да, то есть, Это хорошо. скажем, нам удалось обосновать эти сохранения, почему они, как они встроены в игровой мир. Мгм. Поэтому, скажем, концепция вообще, она соблюдается в этом плане. То есть, но мы, естественно, расширились немного. Мы можем играть за персонажа и находить определенные вещи на уровне, да, решать загадки. Плюс по оружию мы, в зависимости от того, в какой руке оружие, то Мгм. таким образом и пользуемся. То есть, в правой руке может быть какая-нибудь гиря, да, Мгм. вот, в левой руке тоже может быть оружие. То есть и игрок, он может выбрать, например, в левой руке держать там фонарь, да, Мгм. вот, либо
держать оружие. А в правой руке, там, к примеру, у него будет там пистолет, да, допустим, или другое какое-то оружие. То есть оружие вообще, скажем так, неординарное. То есть игрок может найти, к примеру, объекты из интерьеров, то есть он может с ними сражаться, да, либо найти ту же самую, к примеру, гирю, просто и кинуть в нее врага. То есть мы даем возможность игроку немножко использовать фантазию и немножко подходить к этому нетривиально. То есть не просто дать ему пистолет, да, а помимо оружия огнестрельного есть куча других вещей, которые игрок с удобством и с легкостью может использовать и решать какие-то определенные задачи внутри игры. Не, ну это хорошо, это когда игра оживленная. Стоит рядом, табуретка взял и швырнул. То есть это наоборот. Я считаю, что это, как сказать, ну, мне нравится формат игры именно такой тем, что в тех частях, конечно, в прошлых, я уже запутался, в играх, которые мы упоминали, там не было такой возможности, допустим, тут же взять табуретку, там, не знаю, палку и швырнуть что-то. Это тоже какой-то... Ну, насчет табуретки я, конечно, не скажу. Ну, я образно, да. Кирпичом по голове ударить можно. Ну, это вот, 100%, так что да. То есть какая-никакая, это уже живой формат уже, ну, как я считаю, более современный. Так, да, хорошо. мы подходим к тому, что игрок, он... не хотели бы ограничить его в этом плане, чтобы он как-то, знаете, развлекал самого себя, при этом находя что-то и понимая, это можно использовать. То есть там не только же это, там можно и противников использовать как бы оружие. Вот даже так. То есть взять что-то там, победить его, противника победить его, а потом взять и кинуть другого, и потом посмотреть на эффект, это незабываемо. Намекну так. Классно. А сколько по времени занимает прохождение игры? Ну, смотрите, сейчас ориентировочно прохождение тому демо-версии, которая у нас есть сейчас на Unreal Contest, она займет где-то час-полтора, наверное, прохождения. То есть это достаточно для того, чтобы понять, о чем, в принципе, что дает игра, какие она вариативна, насколько она вариативна, какие из ней подходы, и плюс это игроку будет достаточно для того, чтобы понять, какого качества продукт. То есть и мы ориентировались примерно час на полтора часа геймплея сейчас у нас точно есть, и вы можете спокойно его пройти, получить удовольствие. А на твой взгляд, полная версия насколько будет? Но мы ориентируемся где-то примерно на 5 часов прохождения. Может быть, больше. Ну, это когда говорят, особенно вот за стрим начинаешь, говорят, 5, ага, и вот Куплинова тоже постоянно смотрю, да, сам стримлю хоррор, но когда прописано, что час-два, это никогда так не выходит. Пока ты разбираешься, пока ты ищешь, пока ты там то найдешь, пока это, и вроде это уходит времени, и боже, еще больше и больше. Ну да, у нас, конечно, внутри команды, когда нам нужно что-то протестировать или еще что-нибудь, мы это проходим вообще спидраном или знаем, как пройти все. Но вот как я частенько играю в билд, как бы с нуля, и у меня начинало где-то я проходил за час, наверное. Но это потому, что я только знал. Но я примерно имитировал то, что, скорее всего, чем столкнется игрок. А так игрок, да, он пока будет разбираться, пока будет решать определенные вещи, задачи и смотреть, как это все работает, у него может занять намного больше. Ну да. Так, хорошо, Андрей. А были ли игры, которыми ты вдохновлялся при создании игры? Вообще, смотрите, это всегда правильно опираться на референс, который существует, на ошибки. То есть мы в первую очередь вдохновляемся даже не только визуалом, да, но в первую очередь тем опытом, который показали другие команды до нас, которые сделали. Чтобы минимизировать, как говорится, вступление по кораблям, да, чтобы это минимизировать на максимально, мы как раз-таки именно в первую очередь ориентируемся на опыт разработки, то, как это было сделано, какие решения были приняты. Начиная от интерфейса, да, заканчивая определенными ключевыми моментами, точками интереса, к примеру, на карте, на уровне. То есть ориентируемся мы, естественно, на рефы, которые я уже назвал, на похожие игры, которые имеют похожую механику, как у нас, да, либо мы похожи на них. То есть и на эти аспекты мы делаем выводы определенные для того, чтобы сделать нашу игру намного лучше и эффективнее, и чтобы она
приносило удовольствие игрокам. Отлично. Хороший ответ, отлично. Так, хорошо. А какие планы после реализации проекта? У нас в планах после реализации развивать игру дальше, потому что при хорошем положительном опыте, отдаче у нас есть задел на то, чтобы развивать ее дальше. То есть построить несколько сингл. Но вообще мы хотим, да, сделать тайтл и развивать свой тайтл. Мгм. То есть собрать хорошую фанатскую базу, делать хорошие части, новые части дополнений DLC для игры и для того, чтобы радовать дальше своих фанатов, поклонников, которые любят эту игру и любят вообще такой жанр, которым заходит наша игра. Все, записал, отлично, спасибо. Так, а бывали ли трудности, когда хотелось все бросить, все равно тяжелые промежутки, время, работа, это все совмещать, плюс там баги, не баги, ну, сами знаете, как это все. Был ли Мгм. такой период? Ну, вообще, в периоды всегда тогда и такие есть. Они не то, что даже хочешь там опустить руки, нет, просто Мгм. стоят большие задачи, и ты Мгм. не сразу понимаешь, как их решать. То Мгм. есть, да, и ты к этому возвращаешься потом, попозже или еще позже, да, там. И то есть это не скажу, что это бросить. Нет, это просто обдумывание того, то, что ты хочешь делать, как ты, куда ты идешь, куда ты стремишься. Мгм. Вот. И это бывает занимает время, и иногда продукт, он, ну, движется медленнее, чем хотелось. Вот. А так слишком много сил было вложено, знаете, да. Ну да. Это как про, да, Обидно было бы просто бросить, согласен. да. Наполовину пройденный путь. Хорошо, я... Ну, скажем так, мы еще любим продукт, чтобы относиться к нему с любовью, а не пока вот, знаете, обидно, жалко бросить. Скорее, вложены силы, вот, и есть видна отдача, виден продукт, он сделан, то есть это вот порог главный. Пройти вот, знаете, стадию MVP, когда вот ты Да-да-да. вертикальный срез сделал, очень многие команды, они не доживают до такого состояния, вот до этого. Вот бросают, либо замораживают продукты. Нас пока, слава богу, удалось перешагнуть все. Мгм. Так, всё супер. Так, отлично. Ну и последний вопрос, это, наверно, Андрей. Хотелось бы, а, мне, точнее, узнать, что мотивирует вас, создавать игры? Любовь и та отдача людей, которые играют в твою игру и считают ее крутой. То есть ты, когда ты создаешь игру, я отношусь, вернее так, я отношусь к играм как к искусству. Это искусство, и искусство, которое за ним затрагивает целую кучу сфер. Мгм. Начиная от геймдизайна и заканчивая кодом, да, то есть это все туда. И музыкальная составляющая, и геймдизайн, и художественная, и 3D-моделинг, и сюжет, и нарративы, все это входит. И когда я вижу, когда продукт выходит, и вижу, когда люди рады, они с удовольствием играют, они ставят целую кучу положительных отзывов и говорят, это хорошая игра, я хочу вторую часть. И когда они приходят с работы, и вместо того, чтобы пойти там погулять куда-то, они говорят, нет, я поеду поиграю в эту игру, потому что она крутая, и лучше с ней проведу время, то Мгм. есть, да, мы же как бы время это ценный для нас ресурс. Ну да. И это здорово видеть, когда то, что у нас есть одно из вещей ценных, которых мы уделяем играм, да, это уделять твоей игре. И это, конечно, двигает, это дело толкает тебя. Это, знаешь, это как рок-группа. Вот Хм. реально, вот у нее есть фанаты, приходят, слушают музыку, там поют вместе, да, там хором в зале, собирает 100 Мгм. тысяч поклонников. То же самое у разработчиков. Да, есть большие компании, есть определенные как бы лица, на которых держатся, да, компании, основные Мгм. ведущие какие-то специалисты. Вот, но каждый из них, я уверен, они ощущают того, что у них есть целая куча фанатов, которые любят игру и любят их вообще видение, которое они производят. Как бы. Потому что то, что мы производим, это, можно сказать, часть нашего взгляда, наших мыслей, нашего как-то представления о том, как должно быть, что должно быть. Поэтому это прикольно, вот это действительно классно объединяться с такими же сторонниками, как ты, в виде вот этого инструмента, как под названием игра. Ну да. Красиво, хорошо сказано, прям, я бы сказал, прям вдохновило. Так, ну и все вопросы подошли к концу. Наверное, я, немножко скажу
С своей стороны, я ваш проект изучил, то есть посмотрел, то есть, ну, пока у меня нет возможности, увы, затестить, то есть обязательно я бы это сделал, то есть я Мгм. только есть возможность посмотреть это, ну, понравилось, то есть описание по сюжету, да я вообще люблю такие игры, то есть в любом случае я какую можно только поддержку с себя, своих соцсетей, своих всех источников проявлю, и Мгм. будем вас поддерживать, лайкать, голосовать. То есть все сделаем, чтобы ваш проект был, опять же, лучшим среди всех. Мгм. Когда возможность будет пройти, напиши, мы тебе дадим ключик один, чтоб поиграли. Конечно, обязательно. Я так и делаю, так и хитрю, если честно. Все, ну, на этом, я думаю, мы и закончим, ребята. В Мгм. гостях у нас был разработчик игры Dark Note Андрей Землянский. Спасибо большое, Андрей. Да, всего доброго, хорошего. Всё.